Здравствуйте, мои дорогие! Недавно на моем канале уже был рецепт фаршированных перцев. Готовила моя гостья Валерия Мейер. Сегодня я вам покажу свой рецепт. Наконец-то собралась. Что нам для этого надо? Значит, смотрите, у меня килограмм говяжьего фарша. И я примерно полстакана промыла и залила кипятком. Ну, уже даже остыло, пусть еще немного попарится. Я буду сегодня фаршировать не только перцы, а еще и кабачки. У нас продаются вот такие вот маленькие, совсем классные кабачки. Их я тоже нафарширую. И давайте, не откладывая в долгий ящик, начнем. Перво-наперво одну луковицу я режу произвольно, не крупно, не мелко. Нам ее нужно поджарить вместе с натертой морковкой. И я не буду утомлять вам показом, как я жарю лук и морковь. Скажу только одно, что обжаривать я это буду сразу в кастрюле, в которой будут тушиться мои перцы. То есть вот она сейчас даже еще холодная. Я все перекладываю, отправлю это все на плиту. И пока жарится, подготовлю перцы и кабачки. С перцами, я надеюсь, всем все понятно. Обрезаем крышечку. Перец будем фаршировать. А вот крышку, не люблю я на самом деле их накрывать. Я ее порежу и отправлю в ту же зажарку. Вот эти вот все кусочки уйдут в зажарку к луку и моркови. А что касается кабачков, у меня есть вот такой чудо-прибор. Я просто вырежу у них серединку. Ее я тоже нарежу в зажарку, а кабачки нафарширую. Всю вот эту красоту мелко нарежем. Отправляем в нашу зажарку. Вот такое у нас с вами безотходное производство. Чуть-чуть еще потомлю. Пару ложек томатной пасты. Соль. Черный перец. Немного сахарного песка. Все перемешали. Полстакана воды. Я воду налила в стакан из-под пасты, чтобы сполоснуть. Мне нужно, чтобы все это протомилось, проварилось. В общем, получился хороший, добротный, вкусный соус. 15-20, и он будет готов. Пусть прям потомится, чтобы все овощи стали очень и очень мягкими. А что с фаршем? Фарш у меня это чайная ложка соли, пол чайной ложки черного перца. Но по специям вы же понимаете, гуляйте сами, как хотите, как вам нравится. Слила жидкость из риса, рис отправляю к фаршу. И примерно 5-6 столовых ложек нашей уже готовой поджарки пюрирую погружным блендером. Ну так, без фанатизма, если что-то, какие-то кусочки остались, ничего страшного. Пюре из поджарки тоже сюда в фарш. И хорошо вымешиваем. Вы сейчас спросите про зелень. Я на самом деле в тушеных перцах не очень люблю, когда есть зелень. Если бы мы их жарили, то, может быть, мне понравилось. Но, если хотите, добавляйте, вообще нет никаких противопоказаний. И вот посмотрите, фарш благодаря поджарке получается очень такой нежный, гладкий, мягкий, воздушный. То есть вот эта вот история с зажаркой фарш, она придает фаршу очень такую нежную, хорошую, приятную текстуру. Часть фарша я сразу же переложу вот в такой кондитерский мешок, чтобы было удобнее начинять наши кабачки. Это очевидно. Кастрюля с частью, с оставшейся частью поджарки у меня уже прямо здесь. Фарш, перцы выкладываем.
выдавливаем фарш в кабачки. С двух сторон. Посмотрите, какие они классные получаются. Ну, а если у вас, как и у меня, остался фарш, то из него легко можно сделать небольшие или большие тефтельки. Также этот фарш прекрасно можно заморозить, кстати, прямо вот в этом пакете и в следующий раз использовать. Наливаю в кастрюлю горячей воды, примерно там до высоты перцев. На самом деле это не принципиально, они все равно протушатся. Как-то так. Довожу до кипения и потом 40 минут на маленьком огне под крышкой. И вот первые бульки уже пошли, они видны. Надеюсь, что видны. Я уменьшаю огонь на минимум и жду 40 минут. И вот спустя 40 минут посмотрите, что у меня тут творится. Я люблю, чтобы в тарелочке обязательно был соус. Выложила и перчик, и кабачок, и ежик. Давайте попробуем, что у нас получилось. Разрежем. Для тех, кто сомневался, готов ли фарш в кабачке. Вот посмотрите, он абсолютно готов. При том, что кабачок остался такой целенький, но очень и очень красиво. Ну и, конечно же, все приготовилось в самом перце. Посмотрите, фарш за счет того, что мы дали туда зажарку, он не становится комком. Он очень-очень мягкий, рассыпчатый и очень насыщенный. Вот этот прием, он превращает эти перцы в настоящее произведение искусства. Ну и, конечно, мой обед, ужин уже готов. Класс. Ваш, я надеюсь, уже на подходе. Готовьте, готовьте с удовольствием, кормите себя, родных, друзей, близких. Мирного неба вам над головой. И не забудьте подписаться на канал. Мне есть что вам рассказать. Всем пока.